Презираю Тутберидзе. Фанаты отреагировали на исповедь Косторной. Алена Косторная в очередной раз рассказала о проблемах в отношениях с Этери Тутберидзе и тренерским штабом «Хрустального». Фанатам очень не понравилось, как поступили с их любимой фигуристкой и назвали тренера монстром. В российском фигурном катании обострились проблемы между фигуристами и тренерами. Сначала Елизавета Нугуманова рассказала о жестокости Евгения Рукавицына. Теперь Алена Косторная недвусмысленно дала понять о том, как непросто ей было с Этери Тутберидзе. О напряженных отношениях между чемпионкой Европы 2020 и специалистом «Хрустального» было известно давно, с тех пор, как Алена ушла со скандалом от Тутберидзе к Евгению Плющенко. Затем не менее скандально вернулась. И не пройдя испытательный срок вновь покинула «Хрустальный». Теперь Косторная ищет себя у Елены Буяновой в ЦСКА. Фигуристку приняли до дальнейшего уведомления, но, судя по многочисленным интервью, обеих устраивает сотрудничество. В очередной раз, в интервью Косторная рассказала, что чувствует себя у Буяновой превосходно, а вот с Тутберидзе были проблемы. Любой тренер требователен к своему спортсмену, если он хочет получить результат. Этери Георгиевна, харизматичная женщина, в какой-то момент она начинает взрываться, и наступает это очень быстро. Тонкая грань, когда человек по ниточке буквально ходит, по лезвию протирается. Елена Германовна будет терпеть. Я не знаю, сколько мы переделывали с ней одну и ту же позу. Кажется, мы 1,5 часа с ней стояли и делали ее. Я успела уже 100 раз устать, заново возродиться как феникс и заново устать. А Елена Германовна все это время монотонно пыталась объяснить мне, что от меня хотят. И это не то, что я специально не так что-то делала. Я действительно не до конца понимала, что в тот момент от меня хотят. И вот Этери Георгиевна в этот момент наверняка бы взорвалась раза 3 точно. По поводу того, что я не могу сделать самые простые, базовые движения. Елена Германовна спокойно все объясняла. Потом в какой-то момент я встала как кукла, чтобы она сама меня подвигала, показала. Но ничего, без криков все решили. Все нормально. В олимпийском сезоне Косторная больше восстанавливалась от травмы руки, чем участвовала в соревнованиях. И тренерский штаб Тутберидзе это не устраивало, по мнению Этери Георгиевны. Алена могла поучаствовать в чемпионате России перед Олимпиадой 2022. Слова бывшего тренера очень обидели Косторную. Мне было безумно обидно, потому что это то, что я не люблю в людях, когда они обесценивают чужие проблемы. У меня был тяжелый большой гипс, из пальцев только 2 фаланги свободны, я абсолютно ничего не могла делать правой рукой. Из-за гипса сама рука до конца не сгибалась. А у нас все платья тоненькие, я гипс никуда не впихну. Он меня перевешивает, я не могу прыгнуть. Не потому, что не хочу, а так как это чревато тем, что я упаду и сломаю руку более серьезно. Не дай бог более крупный перелом, более долгое восстановление и лечение, спицы, операция. Это мне не нужно, оно того не стоит. Мне было обидно, что тренеры считали, что у меня какой-то пальчик сломан, цитирую. Хотя там был самый настоящий перелом. Исповедь Косторной растрогала фанатов. Болельщики встали горой за любимую фигуристку, назвав Тутберидзе монстром. Вот что они пишут на сайте Reddit. Эти девочки не должны оправдываться. Я ненавижу, что Алена тогда вернулась к Этери, потому что она была ее лучшим шансом снова побеждать на соревнованиях. Мне так жаль ее, никто не заслуживает такого обращения со стороны своего тренера. Этери должна была просто держать рот на замке по этому поводу. Я так рада, что у нее такая сильная психика, но она действительно не заслуживает того, чтобы ее обесценивали и поносили вот так. Я искренне презираю Этери. Она злая женщина, и я хочу никогда больше о ней не слышать. Я бы никогда не заподозрила Этери в том, что она способна на такие резкие слова до тех пор, пока не увидела, как она громит Камилу после Олимпийских игр.